Всем привет! В этом выпуске вы узнаете, какие изменения произойдут с вашим организмом, если каждый день есть свеклу. Свекла – овощ, доступный каждому, но при этом ее ценность для здоровья организма превосходит все ожидания. Это овощ в любое время года можно найти в магазинах, супермаркетах, рынках. Если вы садовод, то вообще прекрасно, ведь вы точно знаете, в каких условиях и с какой заботой выращен корнеплод для здоровья всей семьи. С самого детства нам твердят о пользе свеклы. Все знают, но мало кто пользуется этими знаниями. Витаминов в ней содержится относительно мало, зато витамина В9 или фолиевой кислоты в достаточном количестве, чтобы предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы. В ее составе содержатся важнейшие для здоровья микроэлементы, поэтому если употреблять свеклу каждый день, через некоторое время вы заметите некоторые изменения в организме. Для начала снимем возникшие сомнения. Никто не заставляет грызть целый корнеплод каждый день или съедать порцию салата из отварной свеклы, если он вам не нравится. Поверьте, вариантов употребления свеклы намного больше, чем вы можете себе представить. О них мы расскажем чуть позже, а перед этим предлагаем оценить то, ради чего стоит включить свеклу в рацион. Во-первых, если вы имеете проблемы с опорожнением кишечника, постоянно пополняете запас слабительных средств в домашней аптечке, свекла поможет решить этот вопрос. Большое количество клетчатки, содержащей неперевариваемые волокна, поможет мягко очистить кишечник и избавиться от накопившихся токсинов и шлаков. Природные сахара помогут наладить микрофлору кишечника и побороть болезнетворные микробы и бактерии. С другими проблемами желудочно-кишечного тракта также поможет справиться свекла. Она улучшает работу всей пищеварительной системы в целом, помогает остановить развитие патогенной микрофлоры, а еще на ее основе можно приготовить состав для избавления от лямблий. Люди, страдающие панкреатитом, также оценят помощь свеклы в снятии симптомов данного заболевания. Свекла способна снижать артериальное давление, если у вас имеется склонность к гипертонии. Даже если вы уже употребляете лекарства от давления, употребление свекольного сока поможет сохранять его в норме. Кстати, исследования показали, что одинаково эффективен в данном случае как сок свежей свеклы, так и вареной. Поэтому выбирайте тот, что вам по вкусу, и пейте ежедневно 250 мл сока. Свекла помогает поддерживать сосуды в тонусе, тем самым обеспечивая нормальный кровоток. Соответственно, все органы получают кислород в необходимом количестве, что особенно важно для здоровья головного мозга и сердечной мышцы. Таким образом, свекла играет роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и защищает сосуды от кровоизлияний и тромбозов, а также снижает риск возрастных неврологических изменений в виде старческого слабоумия или снижения памяти и концентрации внимания. Свекла способна накапливать большое количество нитратов, больше, чем другие овощи. Но не стоит пугаться, это скорее плюс. По результатам лабораторных исследований выяснилось, что нитраты синтезируются самим корнеплодом, а попадая к нам в организм, они превращаются в нитриты. Одним из таких нитритов является окись азота, которая и способствует повышению эластичности сосудов и снижает артериальное давление. Между прочим, употребление свеклы способствует повышению потенции у мужчин, так как усиливает кровоток и к половым органам тоже. Вот такая свекольная виагра. Также все та же окись азота – самый настоящий эликсир выносливости, ведь повышение эластичности сосудов и усиление кровотока позволяет снизить кислородное голодание мышц во время больших физических нагрузок. На заметку спортсменам, к допингу в виде свеклы Всемирное антидопинговое агентство точно не придерется. Свекла богата антиоксидантами, а это значит, что она способна нейтрализовать свободные радикалы в организме и предотвратить изменения в структурах клеток, ведущие к онкологическим заболеваниям. Также свекла замедляет старение организма на клеточном уровне. Можно ли употреблять свеклу беременным и кормящим женщинам, ведь свекла по своим терапевтическим свойствам сравнима с лекарственными средствами? Ответ, конечно, да. Не можно, а необходимо. Этот корнеплод – источник фолиевой кислоты, которая важна для внутриутробного развития плода на этапе формирования нервных сплетений, а также для предотвращения пороков развития ребенка. Железодефицитная анемия – диагноз, с которым сталкиваются практически все беременные женщины, особенно со второго триместра беременности. Свекла богата йодом и способна поддерживать необходимый уровень гемоглобина в крови, так что малыш будет получать достаточное количество кислорода. Йод, который содержится в овоще, необходим и беременным, и кормящим женщинам.
а особенно тем, кто имеет нарушение работы щитовидной железы. Ну и опять же, артериальное давление. Указанным категориям женщин рекомендуется максимально избегать лекарственных препаратов, поэтому нормальное давление поможет поддерживать употребление свеклы. Важно помнить, если у будущей мамы имеется диагноз сахарный диабет или гестационный сахарный диабет, то увлекаться свеклой не стоит, поскольку этот продукт имеет высокий гликемический индекс. Также беременным женщинам стоит помнить, что свекла снижает усвояемость кальция организмом, поэтому при его недостатке не стоит сильно увлекаться свеклой. Если вы решили похудеть, свекла станет для вас отличным компаньоном. Используя ее в качестве главного ингредиента монодиеты, можно в течение пары дней сбросить несколько килограммов. За счет чего достигается снижение веса при употреблении свеклы? Во-первых, бетаин, содержащийся в свекле, помогает белку лучше усвоиться. Если съесть немного свеклы перед едой, чувство голода существенно снизится, и вам понадобится меньший объем еды для чувства насыщения. Этот эффект достигается за счет большого количества клетчатки. Свекла улучшает метаболизм, выводит вредные вещества из организма, мягко очищая кишечник. Куркумин в составе свеклы помогает справиться с накоплением жиров в организме. Кроме всего прочего, к полезному воздействию свеклы можно отнести противовоспалительный и обезболивающий эффект, в том числе при менструальных болях у женщин. Еще она помогает улучшить самочувствие при депрессивных состояниях, а также сохранить остроту зрения. В каком виде свекла будет полезнее? Конечно, максимальная концентрация полезных веществ будет в чистом свекольном соке. Но пить свекольный сок стоит, разбавляя его морковным или яблочным соком, начиная с соотношения 1 к 10 и постепенно доводя его до соотношения 1 к 2. Сначала стоит отжать свекольный сок и дать ему отстояться, затем уже к отстоявшемуся соку добавлять морковный или яблочный. На втором месте будет сырая свекла, но употреблять ее стоит небольшими порциями во избежание проблем с желудочно-кишечным трактом. Натертый корнеплод лучше оставить немного постоять или перемешать с другими овощами в составе салата, например, с морковью или яблоком. В вареном, запеченном или тушеном виде свекла особенно эффективна при кишечной непроходимости, а также для лечения атеросклероза и ожирения. Кстати, в отварном виде ее можно есть и людям, страдающим сахарным диабетом. Для борьбы с запорами салат из отварной свеклы стоит приправить оливковым маслом и съесть перед сном. Маринованная и квашеная свекла всегда считались лучшим лекарством от цинги. Съедобная часть у свеклы не только сам корнеплод, но и его ботва. Очень полезно добавлять ее в супы, салаты, рагу. В осеннее время ботва свеклы содержит больше минеральных веществ и витаминов, чем корнеплод. А еще из зелени свеклы получается вкусный и полезный квасной напиток. Свекла отлично сочетается с яблоками, морковью, сметаной, чесноком. Салат из свеклы с черносливом, грецким орехом имеет очень приятный вкус, а кишечник вам точно останется благодарен за такую щадящую очистку. Главное и любимое практически всеми блюдо – борщ. Для сохранения большего количества полезных веществ в бульон можно добавить натертую свежую свеклу или же применить щадящее тушение с небольшим количеством воды. Не стоит сильно обжаривать натертый корнеплод. И еще один суп, прекрасно помогающий справиться с жарой в летнее время – свекольник или холодный борщ. Он отлично освежает и насыщает организм полезными веществами. Согласитесь, это в 1000 раз полезнее, чем выпить в жару прохладной газированной воды. Подводя итог, помимо пользы этого красного овоща для организма, выделим такие его преимущества, как низкая цена, доступность, долгий срок хранения. Даже пролежав всю зиму, свекла сохранит все полезные свойства, что так важно в весенний период, когда организм ослаблен и нуждается в насыщении витаминами. Для употребления свеклы есть и противопоказания, а точнее будет сказать ограничения. Так, при подагре и артрите, а также пониженном давлении и расстройствах кишечника не стоит пить свежевыжатый свекольный сок. Наличие сахарного диабета, если таковой имеется, обязывает вас строго ограничивать количество съедаемого корнеплода, ведь он содержит большое количество природных сахаров и может вызвать резкий скачок сахара в крови. Свекла препятствует усвоению кальция, поэтому те, кто страдает остеопорозом или имеет недостаток кальция в организме, должен с осторожностью относиться к данному продукту. При наличии камней в почках или мочевом пузыре свекла вообще не рекомендуется к употреблению из-за высокого содержания в ней щавелевой кислоты.
Что ж, будем надеяться, что вы узнали что-то новое о полезных свойствах свеклы. А может быть, напротив, открыли для себя, что напрасно ее употребляли, если у вас имеется какое-то заболевание, при котором есть свеклу не рекомендуется. Ставьте лайк и делитесь этим роликом с близкими и родными. Проявляйте заботу о себе и будьте здоровы!